Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. Десятое место. Чингук был так взволнован, когда Тэхён спел «Да, ты единственный для меня, ты лучший» и посмотрел на него. Боже мой, что они творят! Вот что имел в виду Чингук, когда сказал, что он не один. В его жизни уже есть кто-то особенный, и он всегда с такой нежностью смотрит на Тэхёна. Когда у Чингука было сольное выступление на сцене, и когда его Чингука похвалил Крис Мартин. Улыбка Тэхёна. Это взаимная любовь. Вайбы бойфрендов. Тэхён стоит между рук Чингука, и Чингук лежит между ног Тэхёна. Чингук сказал: «Я не звоню по телефону, если ты не особенный». Мы можем слышать, как участники жалуются, что Чингук не отвечает на их звонки и сообщения. Но Чингук с Тэхёном. Чингук говорит с Тэхёном по ночам. Звонит в 3 часа ночи в день его рождения и спрашивает, когда Тэхён придет. Девятое место. Осторожно, опасное видео. Можно залипнуть на движение рук парней, их нежное касание и выпасть из жизни на неопределенный срок. Это так мило. С какой нежной улыбкой Тэхён смотрит на своего парня Чингука каждый раз. Восьмое место. Чингук разозлился, когда Тэхён его испачкал, а потом внезапно начал улыбаться. Давайте все вместе признаем, что Чингук позволил бы сделать это только Тэхёну. Тэхён особенный для Чингука. Не может Чингук сердиться на Тэхёна. Седьмое место. Чингук, ну ты совсем беспалевный. Я не буду это комментировать. Только Чингук заметно улыбнулся. Даже его глаза были настолько яркими, что он не смог это скрыть. Все потому, что Тэхён был причиной его улыбки и счастья. Человек, который всегда заставляет Чингука улыбаться, это Тэхён. И так было всегда, это никогда не изменится. Шестое место. Просто то, как Чингук покачивает ногой, когда смотрит на Тэхёна. Чингук так влюблен. Вопрос. Чингук, какого участника ты любишь больше всего и почему?
Ответ Чонгука. Для меня это точно Тэхён, потому что он красивый. Вопрос. Тэхён, нарисуй своего возлюбленного. Тэхён рисует накачанного парня. Смею предположить, что это накачанный Чонгук. Тэхён постучал по Чонгуку, а затем поднял свой невидимый меч, чтобы игриво атаковать, а Чонгук защитился. Что так ценно в Тэгук, так это то, насколько их инстинкты синхронизированы друг с другом, и как они всегда теряются в своем собственном маленьком мире. Чонгук никогда не говорил Тэхёну «нет», не задавая вопросов. Он научил Тэхёна хореографии. Когда своим друзьям Чонгук обычно говорил «учить самим». Чонгук относится к Тэхёну иначе, чем к другим своим друзьям. Он научил Тэхёна хореографии Seven в тот момент, когда Тэхён спросил, не задавая вопросов. Но когда дело дошло до Мингю, он попросил его выучить хореографию самостоятельно, потому что ему лень его учить. Чонгук говорит: «Ах, да, Тэхён пришел ко мне перед инкором, чтобы поддержать меня». Когда началась трансляция предзаписи, я вышел на сцену для того, чтобы выступить перед фанатами вживую. Потом раздались громкие аплодисменты. Я подумал, что происходит. Поэтому я оглянулся, и это был Тэхён. И есть закулисная история, где Тэхён неожиданно спросил меня о хореографии, поэтому я научил Тэхёна. И вы знаете, как Тэхён быстро учится, мне даже напрягаться не пришлось. Он молодец. А потом я был на сцене, и Тэхён подошел и станцевал вместе со мной, так что я был очень удивлен. Спасибо Тэхёну, что пришел и поддержал меня. Пятое место. Чонгук и Тэхён просто смотрят друг на друга, и через пару секунд Тэхён подходит, чтобы обнять своего малыша. Я не могу спокойно дышать из-за этого момента. Немного отвлечемся. Фанаты были правы, и мы получим коллаб с Чонгуком. Песня под названием «Мне интересно». Корейские СМИ о песне. Это фанатская песня, основанная на звучании электрофанка и содержащая искреннее послание Хосока о том, как наслаждаться каждым мгновением вместе. Чонгук из BTS участвует в треке и выражает свои чувства к армии. Напоминаю, что альбом выходит 29 марта. Осталось подождать еще немного, и мы получим подарок. Четвертое место. Они ведут себя как пара. То, как Чонгук на сцене звал Тэхёна, чтобы тот подошел к нему во время исполнения хореографии, напоминает мне то, как Чонгук в этот момент звал Тэхёна, чтобы тот стал рядом с ним. То, как Чонгук призывал Тэхёна, чтобы приблизиться к нему, считал для него и поддерживал его во время этого маленького момента. Чон Чонгук и Ким Тэхён заставляют меня чувствовать неописуемые чувства. Тэхён был там с Чонгуком с самого начала, приехали вместе, вместе исполнили хореографию и вместе уехали. Третье место. Чонгук собирался обнять за талию Тэхёна. Я думаю, это привычка, которую Чонгук не может контролировать. В конце концов, ему пришлось остановиться. И должна сказать, это было нелегко. Это стоило много усилий. Любовь представляется мне стремлением к объединению, к тому, чтобы быть одним целым с тем, кого любишь. Прикосновения могут создавать неосознаваемую иллюзию такого объединения. Супруги, которые дотрагиваются друг к другу просто так, ощущают гораздо более тесную связь.
Легкое прикосновение, быстрый поцелуй или массаж – все это дает партнеру возможность понять, что он приятен. Эмоциональная связь сближает. Я хочу немного углубиться в эту тему, чтобы мой канал также мог быть образовательным для вас. Зачем нужны прикосновения? Ответ ученых. Первый этап исследования. Почему нам вообще нужно трогать друг друга? Неужели слов недостаточно? С одной стороны, прикосновение означает, что мы находимся в близких отношениях с тем, до кого дотрагиваемся. Так мы показываем, что при надобности окажем поддержку. Это подтверждают результаты исследования, опубликованного в журнале «Социальные и личные отношения». Психологи университетов Сиракуз и Карнеги Меллона изучили, как влияют прикосновения партнеров на нас в моменты, когда нам страшно или тяжело. В их исследовании приняли участие 210 супружеских пар. Добровольцы сначала ответили на вопросы о том, насколько они довольны своими отношениями. Процесс общения партнеров между собой записали на видео, чтобы исследовать невербальную сторону дела. Исследователи попросили одного из партнеров рассказать другому о том, что заставляет его нервничать. Фактором, вызывающим стресс, могло быть что угодно, от проблем на работе до недугов и ссор с близкими. Единственное, предмет волнений не должен бы касаться интимных отношений между участниками. Супругам давали 8 минут на разговор о конкретной проблеме, после чего им предлагали поменяться ролями. Второй этап – результат. Выяснилось, что прикосновения любимых действительно имеют большое значение. Те участники, которых в процессе разговоров больше, чем других поглаживали и всячески утешали вручную, сообщили, что их самооценка повысилась, а напряженность, наоборот, снизилась. А еще они чаще заявляли о том, что способны справиться со своими проблемами. Важно, что и те трогательные участники, которые слушали, и те, что делились своими проблемами, воспринимали своего партнера более позитивно, чем те, которые реже прикасались к своим любимым и реже получали поглаживания от партнеров. Третий этап – вывод. Получается, что трогать другого полезно в любом случае. Прикосновения помогают создать безопасное убежище, которое позволяет избежать чрезмерных страданий, уверены ученые. Все это лишь в очередной раз доказывает, Если вам этого мало, то посмотрите на этот момент, который доказывает силу прикосновений. Тэхён так успокаивал Чонгука, когда он проиграл в игре. Тэхён действительно знает все о том, что чувствует Чонгук, и это заставит его чувствовать лучше. И это естественно, что Тэхён знает все о Чонгуке. Никто лучше Тэхёна не успокоит Чонгука. И я боюсь представить, как Чонгук скучает по прикосновениям Тэхёна в армии. В прошлом видео я объяснила причину, по которой Тэхёну и Чонгуку не разрешили идти в армию вместе. Но это не меняет того факта, что Чонгук страдает в армии без прикосновений к Тэхёну. И это взаимно. Причем это касается не только прикосновений, это гораздо более глубокие чувства. Любовь состоит из одной души, обитающей в двух телах. Второе место. Реакция Тэхёна на то, что Чонгук ведет себя так прелестно. Он действительно одержим. Чонгук спросил: «Я раздражаю, если я веду себя прелестно, правда?» Чонгук имитирует сценку из дорамы. Тэхён мило отвечает: «Ты такой прелестный».
то, как мило Чонгук хихикал, когда Тэхён отжимался. Если Тэхён сделает, то и Чонгук тоже. Первое место. Когда свет погас, Чонгук так крепко обнял Тэхёна. Многие люди не смотрели этот момент, когда Тэхён подходил к Чонгуку, чтобы дать ему 5, но Чонгук вместо этого развернул его и крепко обнял, когда освещение отключили. Это так недооценивают. Тэхён прям притянул Чонгука поближе к себе. Чонгук заботится о Тэхёне. Я помню, как однажды Тэхён сказал: «Мне нужен партнер, который будет заботиться обо мне, как моя мама». И в этом видео, ну и не только в этом видео, но и везде, где мы видим, Чонгук заботится о каждой мелочи Тэхёна. И до сих пор люди его ненавидят. Я не знаю, что еще сказать. Очень мило, как Чонгук заботится о Тэхёне. Они оба упомянули, что Чонгук в их отношениях больше похож на Хёна. Я думаю, что Чонгук тот человек, которому действительно нравится заботиться о людях, которых он любит. А Тэхён тот человек, которому действительно нравится, когда о нем заботятся. Но Тэхён определенно время от времени берет на себя роль Хёна и присматривает за Чонгуком. Между ними нет никаких односторонних отношений. На самом деле у них очень равномерная динамика. У них обоих есть свои способы заботиться друг о друге. И я думаю, Чонгуку тоже нравится, когда Тэхён нянчится с ним. Он не всегда терпит это от других участников, но он действительно малыш Тэхёна. Мне кажется, что Чонгук и Тэхён очень гармонируют друг с другом. Кажется, они всегда знают, что нужно другому человеку с точки зрения комфорта, пространства и уверенности. Как будто они понимают друг друга на более глубоком уровне. Я определенно получаю от них долгосрочную атмосферу пары. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!